Я приветствую всех на моем канале, меня зовут Вера. В этом видео я продолжу рассказывать о парфюмерном доме Монталь. Это моя вторая часть, первая часть уже есть на канале, поэтому если вам интересно, можете зайти посмотреть. Ну а я начинаю с полюбившегося мне за последнее время аромата. Это аромат Vanilla Ecstasy, ванильный экстаз. Относится этот аромат к восточно-гурмански. Ноты здесь жасмина, иланг-иланга и абрикосового дерева. Этот аромат сравнивают с Flower Bomb от Victoria Rolf. Аромат действительно чем-то похож. Если охарактеризовать в двух словах аромат, то это теплый сладкий аромат ванили со специями. Я долгое время проходила мимо этого аромата, мне казался он очень резким, и сейчас я думаю, как я вообще могла проходить мимо такой красоты. Парфюм появился в далеком 2008 году. Vanilla Ecstasy база является ваниль и окружена она цветочными нотами. В аромате я не ощущаю абрикоса, ощущаю пряность и небольшую древесность, немножко восточная сладость. Аромат подойдет на каждый день, он очень женственный, неудушающий, жизнерадостный, поднимающий настроение. Я когда заходила в кофейню, девушка-бариста все время отмечала на мне этот аромат. Вот сколько бы я ни зашла, столько она и говорила, какой же вкусный. Отличается он от обычной ванили тем, что как раз он необычный за счет пряностей. Из всех ароматов, о которых я сегодня буду рассказывать, это самый комплементарный аромат. Многие мужчины отмечают этот аромат, да и девушкам, женщинам тоже очень нравится. По моим наблюдениям, мужчинам нравятся более простые ароматы. Это мы, девушки, ищем что-то такое этакое все время. Самые комплементарные ароматы у меня в моей коллекции это связанное что-то со сладкими ароматами и простыми. Рука сама тянется к Vanilla Ecstasy. Из всех монталевских ванилей Vanilla Cake, Sweet Vanilla, Vanilla Absolute, хотя Vanilla Absolute я тоже люблю. Но для меня Vanilla Ecstasy самое интересное здесь ванили, самое красивое. Аромат стойкий, шлейф у него очень объемный, потрясающий. И мне нравится то, что я целый день ощущаю на себе этот аромат и пребываю в таком ванильном облачке. Это на 100% аромат мой. Я не люблю цветочные ароматы, но этим ароматом я готова душиться и душиться за счет того, что, конечно, здесь есть ваниль. Я люблю сладкие и гурманские ароматы. Vanilla Ecstasy невероятной красоты переливания и звучания ванили. Очень радостный, не банальный, необычный аромат. Я бы даже сказала, завораживающий. Но невероятной красоты, правда. Для тех, кто любит ваниль, попробуйте, дайте ему время, потому что я, как уже сказала, не приобретала его и почему-то все время подходила к нему в зимнее время, а он раскрывается и весной, и осенью очень красиво. Поэтому вообще в ароматам Монталь нужно время, чтобы раскрыться, нужно определенное время года, нужно пробовать, разносить. Многие ароматы, те, которые я не могла носить раньше, я с большим удовольствием ношу сейчас. И те ароматы, с которыми я расставалась, там отдавала кому-то, когда я подходила снова к ним в парфюмерном магазине, мне снова и хотелось получить свою коллекцию, и вот так вот по второму кругу я приобретала ароматы. И сейчас пользуюсь по настроению всеми, какие есть в коллекции. У Vanilla Ecstasy очень богатое звучание. Этот аромат очень популярный в линейке Монталей. Я бы по рейтингу ему отдала где-то 8 из 10. Мне представляется творческая девушка, разносторонняя, креативная, возможно, с креативной прической. Вот не знаю, почему у меня рисуется такой образ. Хотя, на самом деле, аромат очень женственный, нежный, и подойдет он для многих. В общем, это моя большая любовь. Такое количество в флакончике осталось. И, конечно же, я приобрету следующий флакон. А следующий аромат это тоже аромат «Моя любовь». Это знаменитый аромат. Называется он Букхалат. Я думаю, что все, кто интересовался парфюмерным домом Монталь, прекрасно знают этот аромат, потому что он выделяется в первую очередь своим флаконом. Как правило, это бело-золотого цвета флакон, олицетворяет Восток, сочетание белого с золотом. У меня есть еще маленький такой флакончик, он идет в золоте. Это
Цвет мухолата, он оранжевый. И Монталь предупреждает, что может оставаться след на одежде, потому что духи масляные, не знаю, здесь видно, оранжеватый цвет духов. И вот такой вот у меня миленький беленький мешочек для того, чтобы можно было положить флакон в сумочку. Такая вот красота. Был создан в 2008 году. Относится этот аромат к восточно-гурманским. Ноты здесь клубники, ванили, перуанский бальзам, миндаль и мускус. На старте это клубника, а потом уходит в такую ванильную сладость. Раньше тоже обходила его стороной. Для меня звучало здесь очень синтетически и ненатурально клубника. Я поняла в последнее время, что мне нравится клубника в духах. Снова вспомнила о мухолате, взяла себе 100 мл. Пользуюсь я ими очень часто, с ним можно почувствовать себя восточной принцессой. У меня ассоциируется такая сладкая шкатулка, которую открываешь, и там лежат восточные сладости. Например, разноцветный рахат лукум. Приносит на восток, и ты оказываешься в восточной сказке. Аромат еще очень напоминает леденцы барбарис. Возможно, вот из-за этого перуанского бальзама. На деле я готова вдыхать и вдыхать этот аромат. Моему носу он невероятно вкусный. Уникальный аромат, я таких больше не встречала. Главное, тут солирует клубника, и вокруг всего этого ваниль. Аромат любопытный, неизбитый. Если вы хотите выделяться и любите сладкие ароматы, то, возможно, этот аромат вам понравится. Этим ароматом я получаю много комплиментов, и девушки спрашивают, когда слышат на мне аромат, как он называется. Ассоциируются эти духи с восточной девушкой, красавицей, в белом платье с золотыми большими объемными сережками. Стойкость запредельная, шлейф также запредельный. Еще можно сказать, что эти духи пахнут клубничным сиропом. По популярности в Монтале я бы поставила 9 из 10. Очень популярный, подходит он, в принципе, на любое время года. Единственное, вот под вопросом летнее время, а так очень поднимающий настроение аромат. Продолжение ароматов о ваниле. Следующий аромат, о котором я расскажу, это аромат Vanilla Cake. Переводится как ванильный торт. С таким вот у меня мешочком. У меня уже мешочки не у всех ароматах есть. У меня они очень быстро теряются. Достаточно молодой аромат, выпущен он был в 2018 году. Относится этот аромат к восточно-гурманским. Ноты состоят из мадагаскарской ванили, безе, молока и миндаля. Vanilla Cake — это такой парфюмерный десерт. И с этим ароматом я ощущаю себя бисквит. Очень напоминает запах юбилейного печенья. В нем есть сливочность, карамельность, может быть, еще такого нежного пломбира. Но и у меня еще ассоциируется этот аромат, когда я открываю пакетик ванилина, и сразу в нос ударяет вот этот кондитерский запах ванили. И для тех, кто сидит на диете, я не рекомендую пользоваться этим ароматом, потому что можно не сдержаться. Очень сладкий аромат, на мой вкус, с перебором. Приобретен он у меня полгода назад. Использовала я, мне кажется, пшика 2-3. Очень быстро я поняла, что это не мой аромат. Аромат, кстати, унисекс, но я не представляю его на мужчинах, я и на женщинах-то некоторых не представляю. Поэтому вот даже интересно, как он раскрывается на мужчинах. У Монтале есть Chocolate Grady, о котором я рассказывала в первом видео. Там история больше про шоколад, он тоже сладкий, но там есть горчинка, которая сдерживает этот аромат, чтобы он не спустился вот в такую сладость. Здесь же никакой сдержанности нету, и на мой вкус с большим перебором этот аромат, уходящий в сладость, ну просто приторно сладкий для меня. Аромат сидит очень близко к коже, шлейф я не заметила, после 4 часов куда-то испаряется, и я его практически не чувствую. Где-то, может быть, очень-очень отдаленно ваниль совсем такая приглушенная. Ну, что касаемо возраста девушки, который бы подошел, девушка очень молодая, от 20-25, мне кажется, уже к 30 что-то можно поинтереснее. И, на мой взгляд, все-таки простоват аромат, просто для поднятия настроения и для тех, кто обожает запах кондитерский. Может очень быстро надоесть, если пользоваться им каждый день. И мне захотелось с ним расстаться. У меня полгода простоял на полке, и так им не пользовалась, рука не тянулась к этому аромату. Я знаю, что много поклонников этого аромата, поэтому это просто мое мнение, и, к сожалению, он мне не подошел.
Следующий аромат — это Intense Tiara. Переводится как «Величие короны». Аромат унисекс, старичок у Монтале, создан он в 2005 году. Относится он к цветочно-восточным. Композиция состоит из цветка тиара, кокоса, иланг-иланга, ванили, жасмина и розы. Это моя любовь. Я готова петь оды этому аромату. Аромат переносит на остров. Такая ассоциация с блаженством, релаксом. Если в двух словах, это цветочно-сладко-кокосовый аромат. А с самого начала здесь ощущается кокос, но он быстро уходит. Вообще у Монтали часто такое встречается. Название понятно, о чем аромат, и с самого начала ты отчетливо слышишь эту ноту. Ну а потом она исчезает, и на первый план выходят другие ноты из пирамиды. Этот аромат еще и такое райское наслаждение. И вот представьте, как будто вы лежите на лежаке под зонтиком и принимаете солнечные лучи и мажетесь кремом от загара. Этот аромат еще напоминает как раз крем для загара. Вот я в Intense Tiara очень ощущаю иланг-иланг и вот этот цветок тиара. Конечно, невероятно гипнотические ароматы, тоже уникальные. Аромат спа, сладкий, ощущается такая безмятежность с ним. Шикарный аромат. Я чувствую себя с ним королевой. Вообще интересно, как аромат может создавать настроение. Шлейф у него очень окутывающий, длинный. Intense Tiara будут ощущать окружающие при большом расстоянии. Рейтинг у этого аромата я бы поставила 9 из 10. Очень популярный аромат, и тоже те, кто знаком с домом Монтале, наверняка слышали об этом аромате и слушали этот аромат. Очень женственный, и я очень люблю Intense Tiara. Аромат очень дорого звучащий. У меня есть знакомые женщины, которые пользуются этим ароматом. Также у меня есть знакомые молодые девушки, которые пользуются Intense Tiara. То есть подойдет, в принципе, на любой возраст. Следующий аромат Crystal Flowers, тоже достаточно знаменитый аромат у Монталя. У меня вот такой мешочек есть. У Монталя чаще всего флакон, если он розовый, то у мешочка завязка будет тоже совпадать с цветом флакона. Флакон мне, кстати, из всех монталевских флаконов больше нравится. Мне почему-то нравятся розовые флаконы. Выглядит очень по-женски, и я, в принципе, люблю розовый цвет. Еще мне нравится, тоже буду рассказывать, дальше таким с градиентом флаконы, тоже очень красиво смотрится. Кристальные цветы, это старичок у Монталя. Вышли они в 2007 году, относятся они к восточно-цветочным. Ноты Crystal Flowers — это розы, ландыш, амбра и мандарин. Это такой аромат густой подвядшей розы. Crystal Flowers — это такой розовый куст. Если сравнивать со знаменитым Roses Musk, в Roses Musk очень отчетливо чувствуется дуэт мускуса и розы. И за счет этого получается очень насыщенный и сильный аромат. В кристальных цветах все по-другому. Стартует он очень громко, но достаточно быстро затихает. На коже остается действительно такая вот кристальная роза. В Crystal Flowers роза окружена красиво цветами. У меня ассоциируется с этим ароматом романтическая девушка, очень женственная и нежная. Такая цветочно-розовая история, засахаренная роза с небольшой кислинкой. В Crystal Flowers я слышу такое трио: розы, прохладного ландыша и дольки мандарина. Аромат летний-весенний. Я не поклонница цветочных ароматов, но вот этот аромат, он меня зацепил. И сам аромат ощущается такой вуалью. За счет этого он многим нравится, за свое нежное звучание. Еще, кстати, этот аромат мне немножечко напомнил Candy Rose, который сняли с производства. Там тоже такая сладковатая, нежная роза. Crystal Flowers, на мой взгляд, очень удачный аромат у Монталя. Аромат прекрасен на весну и лето. Подойдет для молодых романтичных девушек, которые любят розу в духах. Ощущаю на себе его целый день и плотно сидящий на коже. Рейтинг у Crystal Flowers я бы поставила 8 из 10. Ношу этот аромат не каждый день, тоже под настроение, когда вот у меня настроение такой нежности. Я еще больше ценю этот аромат, когда я слышу на ком-то. Шлейф тоже у него шикарный. В общем, прекрасный Crystal Flowers. А следующий аромат, о котором я расскажу, это Pure Gold, переводится как чистое золото.
тоже старичок манталевский, тоже очень-очень популярный аромат Монтале. У меня Pure Gold это вообще, это, наверное, как Roses Mask, такое лицо марки. Вышел он в 2009 году и относится к цветочно-фруктовым. Ноты здесь априкоса, жасмина, цветка апельсина, мускуса, пачули и ванили. Очень густой, насыщенный аромат. В Pure Gold отчетливо чувствуется шипа и мускус. Абрикос в этом аромате тоже очень хорошо чувствуется, поэтому для тех, кто любит абрикос в духах, то я думаю, что придется по вкусу. Узнаю его из 1000. Pure Gold для меня аромат аристократ. У меня в голове рисуется образ такой грациозной девушки, очень ухоженной, бизнес-леди, которая уверена в себе. Кто-то считает, что именно так и должна пахнуть настоящая женщина. У меня она ассоциируется с какими-то шикарными мехами, шубами. Pure Gold сидит достаточно плотно на коже. Идет для очень молодых девушек. Я вижу с ним более взрослую девушку. Очень красиво струится вот это вот звучание чистого золота. Pure Gold подчеркивает статус и предпочитающую в одежде больше классику. Но аромат такой в стиле Chanel номер 5, его некоторые сравнивают. Я не могу, конечно, прям сказать, что такая схожесть сильная, но что-то есть. Очень дорогой и очень стойкий аромат Pure Gold. Пользуюсь им больше вечером, чем днем, хотя знаю, что многие девушки носят его в офис и прекрасно себя с ним ощущают. С великолепным шлейфом, и незамеченной вы с этим ароматом точно не останетесь. В рейтинг аромата я бы поставила оценку 9 из 10. Действительно очень известный у Монтале. Еще один аромат — это Pretty Fruity, переводится как прелестный фруктовый или прелестный фрукт. Относится он к фужерно-фруктовым ароматам. Состоит композиция из черной смородины, маракуйя, цитруса, магнолии, личи и мускуса. Композиция очень вкусная. Но на выходе для меня этот аромат такой ягодный компотик, в который все намешали и нет какой-то четкости, что же это за аромат. Pretty Fruity сравниваются с Кадой, и я могу с этим согласиться. Pretty Fruity, если так описать в двух словах, это смородина с маракуйей с лимонной ноткой. Очень легкий, честно говоря, вообще не запоминающийся аромат. По себе не замечала, чтобы мужчины обращали на него внимание. Какой-то вот он посредственный, такой вот кисловато-фруктовый. Мне кажется, это аромат исключительно на лето. Аромат очень напоминает запах шампуня Fructis. Еще с этим ароматом ассоциируются какие-то такие мыльно-розовые пузыри. Pretty Fruity такой незатейливый, попсовый аромат, каких много. Мне видится такая с ним очень молодая девушка. Такой вот, я бы лет, наверное, в 19, вот, может быть, пшикалась бы этим ароматом и пошла бы куда-нибудь на дискотеку. Очень чувствуется в этом аромате смородина сочетание смородины и маракуйя. Я, наверное, расстанусь с этим ароматом, вот не вдохновляет он меня. Для меня очень удивительно, что в линейке у Монтале вообще присутствует такой аромат. Он не напоминает шедевры Монтале. К большому сожалению, очень дешево звучит. Рейтинг по популярности я бы поставила 5 из 10, но все-таки он популярный в России, но не для меня лично. Следующий тоже один из моих любимчиков — это Wild Pears, переводится как дикая груша. Аромат унисекс и относится к цветочно-фужерным. Вот, кстати, мне кажется, что вот этот аромат будет интересно звучать на мужчинах. Очень необычно. Создан он в 2011 году и достаточно популярный в линейке Монтале. Ноты здесь груши, бергамота, ландыша, гвоздики, ванили, мускуса и сандала. Это грушевый аромат, как понятно из названия. Аромат очень сочный, нежный и яркий. Все здесь вокруг груши. Wild Pears — это такой грушево-фруктовый аромат с кисло-сладкими нотками. Груша здесь не химическая и очень-очень натурально звучащая. В Монтале вот настолько насыщенные ароматы, что можно даже не пшикать, а просто поднести к носу флакон, и сразу ощущается насыщенность аромата. Здесь очень красиво звучит груша, она очень натуральная и свежая. Мне безумно нравится в этом аромате, как он звучит первые 10 минут. Потом немножечко груша покидает всю эту композицию, и на первый план выходят другие ноты. Ну, хочется спросить: ты куда же ты бежишь? Ты такая красивая, останься, пожалуйста.
Очень похож этот аромат на газировку Дюшес. На старте этого аромата звучит груша, а потом на первый план приходит гвоздика. И этот аромат некоторые девушки ругают за то, что он немножечко уходит в ретро, придает возраст, и таким его называют бабушкиным. На самом деле я поняла, что каждый аромат Монталь подходит для определенного времени года. У меня был уже один флакон, и я его отдала. Не смогла его носить как раз вот из-за этой ноты гвоздики. Где-то полгода назад мне так захотелось снова этот аромат в свою коллекцию, и я его приобрела. Знаете, я могу сказать, что носила я весной его и получала просто большое удовольствие. Никакой бабушки я не чувствовала. Наоборот, мне передавалось от этого аромата такая его жизнерадостность. У меня поднималось настроение, и я в полной мере ощущаю всю красоту этой дикой груши. Мне с этим ароматом видится девушка больше после 25. Стойкость, конечно, у Wild Pearls просто запредельная. Окружающие точно будут слышать вокруг этот аромат. Мне кажется, этот аромат абсолютно точно может выступать как антидепрессант. В последнее время мне все больше и больше хочется пользоваться дикой грушей. Wild Pearls пользуюсь не каждый день, но когда пользуюсь, прихожу просто в дикий восторг. Аромат меня очень радует и поднимает мне настроение. Уровень популярности у Wild Pearls, наверное, 8 или 9 из 10. Замечательный аромат. Следующий аромат, про который я расскажу, это Intense Cherry. Аромат достаточно молодой, выпущен он в 2017 году. Унисекс. Ноты здесь вишни, бергамота, розовые лепестки, жасмин, мускус, ваниль и сандал. Мне этот аромат очень напоминает духи Герлен, черное платье. Очень здесь приятная и вкусная вишня. После распыления я ощущаю запах вишневого мармелада. Но есть в Intense Cherry и пудровость. Легкий такой аромат, не удушающий. Мне этот аромат представляется вечерним. Я уже один раз ходила в театр с ним. В Intense Cherry очень хорошо чувствуется вишня, поэтому для тех, кто любит вишню или ищет вишню в духах, то присмотритесь к этому аромату. Но и цветы здесь тоже не отстают. Мускуса я здесь практически не чувствую. Шлейф у него, кстати, средний, и к вечеру я перестаю вообще его ощущать на себе. Рейтинг у него, мне кажется, 5 из 10, где-то так. Еще я хочу рассказать о двух ароматах, которых у меня нет физически вот флакончиков, но я очень хорошо их знаю. Первый аромат это Soleil de Capri, манго-манго. Первый аромат Soleil de Capri переводится как «Солнце Капри». Он в 2007 году. Аромат этот подходит для мужчин и женщин. Относится он к группе цветочно-фруктовые. Пирамида состоит из кумкват, цитрус, грейпфрут, белые цветы, специи и мускус. Напоминает Light Blue от Dolce Gabbana. Да, есть схожесть. Light Blue больше в свежесть, а Солнце Капри больше свежесладкий. Soleil de Capri создает настроение отпуска. Если в двух словах говорить о Солнце Капри, это такая цитрусово-морская история. Это сахарно-цитрусовый коктейль. Аромат летний, как раз подойдет сейчас на летнюю погоду, очень свежий, точно не задушит. Это у него и много поклонников, с легкостью подходит на каждый день, очень ненавязчивый, очень близко сидящей кожи. Мне кажется, он подойдет на любую погоду. Очень такой беззаботный, легкий, свежий, жизнерадостный, задорный аромат. В Soleil de Capri чувствуется очень много цитрусовых. Потом чувствуется сладость. Цитрусы звучат здесь очень звонко. Очень милый аромат. У меня его нет, потому что я не люблю цитрусовые ароматы. У него очень деликатное звучание, поэтому для тех, кто любит свежие цитрусовые ароматы, присмотритесь «Солнце Капри». Очень популярный аромат, популярность у аромата 9 из 10. И вот, кстати, для тех, кто ищет подарок в виде духов и рассматривает парфюмерный дом Монталь, то Soleil de Capri, мне кажется, запросто подарить. В большинстве своем этот аромат все-таки больше нравится, чем не подходит. Ну и последний аромат, о котором я расскажу, это аромат манго-манго. Выпущен он был в 2010 году. Ноты здесь манго, иланг-иланга, апельсина. Из названия понятно, что аромат про манго. Здесь манго очень вкусное, сочное, но только с самого начала. Для меня этот аромат не полюбившийся. Каждый раз, когда пшикаю аромат на себя, я каждый раз думаю, все, беру. И хожу около 10 минут, и, к сожалению, у меня на коже раскрывается он через какое-то время какой-то горечью. Ну и рейтинг манго-манго я бы поставила, наверное, где-то максимум 5 из 10.
очень близки мне ароматы у духов Монталь, и я дальше продолжу открывать для себя новые ароматы. Я желаю вам всем прекрасного настроения и до новых встреч, пока!